Мы с вами уже достаточно поговорили про бронхи, давайте все-таки немножко уделим внимание самим легким. И сегодня разберем такое заболевание, как пневмония. Пневмония – это заболевание, которое поражает как раз-таки уже легочную ткань. Если мы вспомним, как устроен наш легочный аппарат, то он состоит из бронхов, то есть это трубки, по которым идет воздух, и альвеолы, то есть сама легочная ткань – это такие пузырики, много-много-много маленьких пузыриков, которые заполняются воздухом, и, собственно говоря, там и происходит газообмен, то есть воздух попадает в эти пузырики, диффундирует через стенку, а там его поджидают эритроциты с гемоглобином наготове, которые хватают кислород и разносят по всему организму, параллельно отдавая углекислый газ, который мы выдыхаем. Так вот устроен газообмен у нас. Так вот, при пневмонии поражаются именно вот эти вот маленькие пузырики. Любое воспаление у нас идет по примерно одним и тем же законам. И в частности, когда воспаление происходит в легочной ткани, они начинают заполняться эксудативной жидкостью. Просто жидкостью начинают затапливаться, в которой происходит непосредственная борьба организма с возбудителем. Проблема в том, что затопленные альвеолы выключаются из газообмена, и человек испытывает нехватку кислорода. Правда, в небольшом количестве, конечно же, но это уже зависит от пневмонии. Кто вызывает пневмонию? Чаще всего это бактерии, и именно поэтому пневмония считается достаточно тяжелым заболеванием, потому что бактериальное воспаление, оно всегда, в принципе, тяжелое, гораздо тяжелее, чем вирусное, хотя многие думают наоборот. Нет, бактерии гораздо опаснее, им значительно тяжелее на самом деле развиться в организме, потому что в целом у нас есть иммунная система, которая отлично с ними справляется, и самое главное, что если вирус, он проникает внутрь клетки, и ему, в общем-то, никто помешать особо не может, на начальных этапах, во всяком случае, то бактерии – это просто маленькие микроскопические животные, которые живут по обычным законам физики, им нужно питаться, спариваться и, соответственно, давать потомство. И вот этой деятельностью им заниматься в организме гораздо тяжелее, чем вирусом, поэтому пневмонией обычно болеют люди с ослабленным иммунитетом, либо которые пребывали в чудовищных каких-то условиях, например, очень сильное переохлаждение, как вариант, неподготовленные пошли покупаться в проруби. Поэтому, если вы никогда этого не делали и в целом не считаете себя таким закаленным человеком, здесь стоит очень сильно насторожиться, потому что это как раз-таки путь к пневмонии. Вот ради таких моментов и стоит жить. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока. Но также пневмония бывает и вирусная, и в редких случаях, когда иммунитет уже совсем ни к черту, бывает даже грибковая. Также важно понимать, что пневмонию еще можно разделить на два типа. Первый – это внебольничная, то есть это если вы сидели дома, пошли погуляли, замерзли, пришли и заболели пневмонией. Она, в целом, наверное, в 21 веке можно сказать, что протекает достаточно легко и хорошо поддается терапии. А также бывает внутрибольничная. Внутри больницы врачи часто используют антибиотики. И вот из-за того, что там большое количество людей используют антибиотики, бактерии, которые живут в больницах, они уже немножко, натравленные и немножко такие прошедшие некий естественный отбор, поэтому они многих антибиотиков не боятся. Если человек заболел пневмонией внутри больницы, то с большой долей вероятности она будет протекать значительно тяжелее, просто потому что антибиотик будет сложнее подобрать, ведь, как я уже сказал, эта бактерия может быть невосприимчива к основным антибиотикам выбора, которые используются для лечения пневмонии. Симптомы у этого заболевания достаточно простые, они даже не сильно отличаются от той же простуды или гриппа, но разница в том, что протекает оно гораздо сильнее. При этом нету таких вещей, как насморк, боли в горле, и кашель тоже появляется не сразу. Кашель при пневмонии, вопреки всеобщему заблуждению, на самом деле появляется на второй, третий или четвертый день, когда вот эта вот жидкость в альвеолах наберется достаточное количество, чтобы она попала в бронхи и уже пойдет откашливание. В альвеолах просто у нас нету кашлевых рецепторов, поэтому и кашель при пневмонии, он не характерен на первых днях, во всяком случае. А из остальных симптомов это очень тяжелая интоксикация с температурой до 39 градусов, с ломотой во всем теле, с лихорадкой, со знобом, даже с бредом бывает. Такие пациенты даже иногда с кровати подняться не могут. И вот если врач приходит к такому пациенту на дом и видит вот эту вот картину, когда человек просто лежит, у него вроде бы и горло не болит, и насморка нет, но при этом у него чудовищная температура, высоченный пульс, ему очень плохо, он себя очень плохо чувствует. И это сразу должно врача натолкнуть на мысли о том, что с этим пациентом не все так просто, и, возможно, следует исключить как раз-таки пневмонию. Забавно то, что очень часто я слышу от пациентов, что к ним приходил врач, послушал, сказал, все нормально, хрипов никаких нету, ушел, а потом у меня оказывается пневмония. Вот какой плохой врач не выслушал. На самом деле врач здесь зачастую не виноват. Дело в том, что выслушать пневмонию стетоскопом или проперкутировать ее при помощи пальцев рук на ранних стадиях практически невозможно, потому что это локальное воспаление. У вас же не все легкие одновременно поражаются. Пневмония обычно она в каком-то определенном сегменте, и
И только вот в этом сегменте будет наблюдаться немного более жесткое дыхание на ранних стадиях, потому что происходит уплотнение легочной ткани, она лучше проводит звук, и, соответственно, проведение воздуха в этом месте будет даже лучше слышно, а не то, что вот многие думают, что при пневмонии нужно выслушать хрипы. Хрипы появляются далеко не сразу, на ранних стадиях, наоборот, идет более жесткое дыхание. Ну и второй основной критерий диагностики – это, конечно, перкутирование. В этом месте звук проведения будет гораздо более притуплен. Но проблема в том, что это не может сделать практически ни один врач, потому что вот попробуйте на спине у человека, найдите это место, где вот так вот вы настолько тонко прослушаете звук, что он здесь притуплен, и наоборот, при аускультации он будет более хорошо проводиться. То есть это нужно иметь какой-то музыкальный слух и, ну не знаю, часа два, наверное, перкутировать для того, чтобы поставить этот диагноз. Поэтому то, что врачи далеко не всегда сразу могут поставить диагноз пневмонии, абсолютно неудивительно и, в принципе, вполне логично. Если пневмония уже у человека имеет некую такую стадию разгара, когда он уже болеет 3 или 4 дня, то, конечно же, при аускультации можно выслушать мелкопузырчатые так называемые хрипы, которые напоминают лопание маленьких пузырьков как раз-таки. И притупление перкуторного тона, он уже будет достаточно большой, то есть это легко, в принципе, диагностировать, но, повторюсь, это только на 3-4 день болезни. На первый день болезни этого ничего не будет, и поставить диагноз, в принципе, достаточно проблематично. Но это в любом случае лишь дает нам показания на то, чтобы такому человеку назначить рентгенографию, потому что пневмония – это диагноз рентгенологический. Врач может лишь заподозрить, но подтверждать диагноз должны рентгенологи. При помощи рентгена, желательно цифрового и как можно более четкого, чтобы не возникло никаких сомнений. Также при необходимости может быть назначен анализ мокроты, но опять же далеко не всегда возможно, потому что у пациента вообще может не быть кашля первое время, и, соответственно, ему сдать просто больше нечего будет, а от слюны никакого толка нет. Соответственно, если диагноз поставлен по рентгенографии, такому пациенту обычно назначается анализ крови. Если пневмония тяжелая, если там реально температура под 40, и человек там даже немножко не в сознании, его могут увезти в больницу. Если он более-менее себя чувствует нормально, то достаточно назначить ему антибиотики и лечить такого пациента дома. Антибиотики, конечно же, назначает врач. Как правило, группой выбора являются пенициллин, макролиды или цефалоспорины, что-то одно из них. В первый раз, когда человек заболевает пневмонией, мы точно не знаем, кто вызвал ее, это практически невозможно подтвердить, и поэтому назначается какой-то антибиотик, в общем-то, наугад. А дальше мы смотрим, в течение 24 часов, максимум 48, у такого пациента должна уменьшиться температура. Если она уменьшается, значит мы попали по чувствительности, и все хорошо. Если не уменьшается, антибиотик меняется. Нельзя лечить пациента одним и тем же антибиотиком больше 48 часов, в том случае, если ему не становится лучше. А что можно делать пациенту помимо приема антибиотиков, если он, например, дома лечится? Человека с пневмонией не нужно тревожить, он должен лежать, пить как можно больше жидкости и отдыхать. И трогать его лишний раз не надо, нужно только следить за тем, чтобы ему становилось лучше, а если не становится лучше и становится хуже, то это тут же заметить, вызвать повторно врача или при необходимости госпитализировать. А можно ли как-то предотвратить пневмонию? В общем и целом можно, да, против пневмококка, это один из самых частых возбудителей пневмонии, есть вакцина, ее можно сделать, но, как правило, она делается людям из группы риска, то есть это с ослабленным иммунитетом, маленькие дети, лица, страдающие хроническими заболеваниями легких, типа хобл или астма, я вот про них, кстати говоря, здесь рассказывал в этих роликах, да, им можно сделать, и, в общем, это даже не самая плохая идея. Опасно ли это заболевание? Да, пневмония очень опасна, если ее не лечить на поздних стадиях, даже антибиотики далеко не всегда могут с ней справиться. Поэтому, если есть подозрение, сделайте рентген.